В общем, на свой страх и риск решила я пойти все же в радиалку, несмотря на такую погоду. Все предвещает дождь, причем нехилый дождь. Все вокруг затянуто. Там вот над горами вообще туманище. Короче, еще долго думала, тащить с собой штатив или не тащить с собой штатив. Прям реально минут 20. То возьму, то не возьму. Так таскать его неохота. В итоге решила взять. Вот такой сейчас у меня путь начинается по Курумнику. Дальше там по лесочку будет. И потом опять по Куруму. Иду я в каменный замок. Вон там он виднеется. Очень интересное место. Нагромождение всяких камней и скал. Все вместе напоминающее большой замок. Снежник довольно большой. Да, сегодняшняя, конечно, погода совсем отличается от вчерашней. Вот так вот стремительно меняется погода в Яргаках. От сильной-сильной жары до лютого холода может быть. Может и град пойти, и снег пойти, и полный дубак начаться. Поэтому обычно в такую погоду опасно ходить на маршрут. Но в лагере сидеть тоже не вариант. Так можно все дни просидеть. Отсюда открывается такой вид на замок. И он еще в таком, как немного тумане, завораживает, как сказочный заколдованный дворец. Каменный дворец. Да. Ветер сильный. Может и прогонит эти тучи. Кстати, мне очень повезло еще, что 2 дня такая жара стояла. Я хоть искупалась вдоволь. Вчера наплюхалась, такая довольная. А в такую погоду легче ходить. Гораздо легче. Фу, дорога к каменному замку вся вот такая из Курума практически. Вообще в Яргаках почти везде Курум. Но каменный замок — это отдельная история.
Кстати, это черепаха. С другой стороны. С этой стороны она точно такая же, как и с той. А я думала, только спящий Саян с двух сторон смотрится одинаково. Черепаха тоже. Ее, правда, немножко тумана прикрыла. Здесь такие места сказочные. Так классно. Птицы поют. Вот там озеро какое-то, я название не знаю. Мне очень нравится здесь. Обожаю эти места. Они реально как заколдованные. Особенно в такую погоду. Особенно когда ты понимаешь, что ты абсолютно одна. И здесь рядом даже нигде никого нет. Так здорово. Я даже люблю такую погоду. Главное, чтобы сильного дождя не было. Я себя поймала на мысли, что мне порой кажется, что вообще все вымерли вокруг. Я одна такая осталась на всей земле. Потому что реально никогошеньки нет. Вот сегодня 3-й день. Я только в самом начале маршрута на Радужном встретила людей. И то их было немного. Обычно там толпы ходят до Радужного. Потому что это такое популярное место, начало маршрута. И туда может практически каждый дойти. А вот так далеко уже мало кто уходит. И на всем маршруте я еще ни разу не встречала людей. Такое ощущение, что вообще никого нигде нет и не будет. Мне почему-то нравятся вот такие вот упавшие старые деревья. Высохшие, многолетние. Много-много лет вот это дерево уже тут лежит. И еще вокруг такая серость, такая мгла. Это все добавляет какой-то сказочности. Завораживает. Кажется, что здесь какой-то чудесатый лес. В детстве я очень любила подобные места. Конечно, они были не настолько дикие, но такие же сказочные, манящие, зовущие в свои дебри, обнимающие своими цепкими, торчащими во все стороны ветками. И сейчас, находясь где-то далеко, на давно упавшем сухом дереве, мне казалось, что я та самая маленькая девочка, которая забралась в самую гущу леса, подальше от всех. Сижу вся довольная посреди этих дебрей и мысленно рассказываю свои секреты лешему, который, конечно же, совсем рядом, вон за той пихтой. Я не тороплюсь уходить, пока вдоволь не напитаюсь энергетикой этих мест
И обязательно обещаю лешему вернуться. Замок во всей красе. Смотрите, какой он красивый, величественный. Этот замок, он такой огромный. Там столько камней, столько скал. Там можно лазить, не перелазить. Кстати, народ, такой шум. Это ветер, если что. А не трасса с машинами, как некоторые мне там в каком-то фильме написали. Ё-моё. Ну, извините, ветер вот так вот иногда передается, как будто бы трасса вдалеке. Это весь шум ветра. Не знаю, как эта камера передает. Я же на другую сейчас снимаю. Моя старая, она искажала звук. Иногда шумы передавались не так, как нужно. Никаких трасс нет там, где я хожу. Кстати, в такую погоду намного красивее краски. Контрастность лучше. Ё-моё, вляпалась в смолу. Тут за деревья хоть не хватайся. Спуск вот такой. Надо слезть. Это Макару. За дерево сильно не схватишься-то. Оп! Не зря на шпагат сажусь. Растяжка хорошая. Опа. Какая же вкуснотень. А там какие виды. Черные тучи. Класс. Красота. Я вошла в другой параллельный мир. Не знаю, видите, нет. Вот каменный ангел, вот голова, и вот крылья сзади сложены. Боком он стоит, как будто бы. Похоже вроде, да? А вот и ангел. Его дерево прикрывает, но мне кажется, видно, что это ангел. Вот он. Статуэтка каменная. Какая красивая картинка. Открытка. Можно на рабочий стол. Я нашла портал. Портал в другой мир. Тут вот рыбчик. Опа. Ой, как красиво.
Люблю такие места. Порталистые. Что там? Что там? А там обрыв. И непогода. Все так же в другом мире, как и в нашем. Так что идем назад. Черепаху почти скрыла тучами да туманом. И вот она, улиточка. Вот она. А это голова черепахи. Вот она, черепаха и улиточка впереди малюсенькая. А вот там вот арка, до которой все никак не могу дойти. Не знаю, схожу ли я в этот раз туда. И есть ли с этой стороны туда вход, интересно. Прямо в центре кадра бурундучела сидит. Вот он. Как я его вообще заметила. Жует что-то там. Деловая колбаса. Он щеки набил. Сидит, жует и на меня поглядывает. Эти лапочка. Я тут еще один портал приметила. Вот. Тут складка, интересно, слоями. Как стенка просто стоит. Залезла тут на скалу немножко. Хочу дальше полезть. Вон туда. Думаю, надо мне это или нет. Обычно я всегда сюда залезаю. Типа оттуда виды шикарнее и все такое. Вот здесь вот так вот надо подниматься. Такая крутенькая скала. Решила все же залезть. Рюкзак внизу оставил, чтобы не тащить. А то я скалолазильница с этими походами совсем забросила. А полазить-то иногда хочется, хоть чуть-чуть. Самое главное, такие моменты, чтобы дождь не пошел. Дождь это капец будет. Будет скала скользкая. Кстати, позади меня. Ах, не видно, наверное. Какие виды шикарные. Во.
Вот это я стою. Класс. Полезли дальше. Опа. Еще камушки сыпучие. Надо, главное, на них аккуратно вставать, чтобы нога не покатилась. Опа. Лина же не может без этого. Опа. Рука устает штатив держать. Опа. Что-то я залезла. Так, нет. Так. По-другому. Опа. 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 Я забралась. Ура! Я залезла. Это была бы я, не я, если бы не залезла. Огонь. Угу! Видите, какая высота. Ух, что там творится. Погода какая. Вон озерцо. Я не знаю или не помню, как оно называется. Или вообще, может, у него названия нет. Короче, ветер жуткий, надо слазить. То мало ли, вдруг дождь пойдет. Я останусь тут наверху жить. Мне еще хочется вам дальше показать. Неохота тут жить-то остаться. Поэтому надо слазить. Слазить. Дальше камеру выключаю. Дальше более опасный спуск. Спускаться сложнее, чем подниматься. Вот сюда я куда-то залазила. И уже я спустилась немного вниз отсюда. И вот такие скалы позади меня остаются. Там даже чуть-чуть солнышко проглянуло. Еле-еле заметно. Кстати, вот она арка. Ее даже видно. Но сегодня я точно до нее, наверное, не пойду. Я не успею. А вот она улитка. Вот сейчас вот ее прям хорошо видно. Панцирь, рожки сверху. Вон туда вдоль скал тоже можно прогуляться. Но я сейчас не пойду. Боюсь дождя, и я не успею на самое главное сходить. Поэтому туда не пойду. Вот эти скалы тоже интересные такие. Ребристые какие-то. Как же тут сказочно, как красиво.
Как хорошо. Тут еще тихо так, только птицы поют. Где-то ветер шумит далеко. А под ногами жуть. Среди папоротника сейчас иду. А там камни, ямы. Аккуратно надо. А из-за папоротника ничего не видно. Опа. Главное, ноги не сломать. Так, надо выруливать с этого папоротника. Я все налюбоваться не могу вот на тот вид. Где черепаха, арка и улитка. Иду и все любуюсь, там постоянно вид меняется. Такая красотень, прям хочется туда, где арка. Что-то тропу не могу найти, зато вот такие виды шикарные. Елки, карту что ли открывать так неохота, я в Иргаках не пользуюсь картой. Сейчас попробую еще поискать. В общем, тропу я так и не нашла. Я вообще не помню, есть ли она вообще здесь. Возможно, я тут вообще нет, давненько я не была тут. Именно сюда вообще мало кто ходит. Именно вот до этих скал. В основном ходят до тех, которые я вам до этого показала, где каменный ангел. Туда вот. А сюда уже мало кто захаживает. А тут такая красота. Такой блинчик сверху. Вот сейчас я полезу куда-нибудь туда. На какую-нибудь из этих скал. Подъем тут вообще ноги сломать можно. И трава, и камни, и деревья, корни. И очень веский подъем крутой. Тут вообще, если не знаешь, допустим, да, что тут еще есть скалы за вот теми скалами, еще скалы. Ну вот за такие надо ходить. Они вот такими стенами стоят. И за каждую стенку можно сходить. И мало кто ходит дальше. Если они до первой стены доходят и не знают даже, что дальше есть еще интереснее скалы. Что можно дальше идти. Ну тут без троп и ноги можно попереломать. Очень крутые подъемы. Какие тропы, ё-моё. Одумайся, Алина. Вот это вот в Иргаках довольно дикие места. Я думаю, мало кто их снимает, а может вообще никто не снимает. И тут, короче, ноги я бы сломала, наверное, если бы не ботинки. В ботинках очень удобно идти. Тут, короче, то камни такие, их не видно из-за папоротника. Можно споткнуться здорово. Тут такие ямы, например. Фух. Тут
тут водосбор цветет. Он еще сейчас мало где цветет пока. Только начинает. Вот на сказке, кстати, обычно его много. Я была там возле озера, его не было еще. Какая картинка красивая. Еще вот этому пихточкам с молодыми побегами, нежными. Это просто открытка. Я уже близко. Кстати, вот сейчас так хорошо черепаху видно. С этой стороны, мне кажется, она даже более выражена, что ли. Только черепашонка не видать. С той стороны черепашонка лучше видно. Сколько я Курума уже преодолела. Тоже каменная река. Таких каменных рек везде полно. Особенно в диких местах. Мне еще вот столько подниматься. И вот первая скала, на которой блинчик сверху. Отсюда он вот так смотрится. А вот вторая, она уже совсем близко. Это класс. Однажды, именно на этой скале, когда я сюда поднялась, начался такой хороший дождь. Вернее, начался он до этого. Я пересидела там под камнями. И потом уже по мокрой скале, в туманище, поднялась на эту скалу. И вот в той стороне, там был туман. Ничего вот этого было не видно. И я увидела Глорию. Тогда я увидела первый раз в жизни. Я вообще не испугалась. Люди обычно пугаются, которые не знают, что это, они пугаются. А мне, наоборот, так завораживало, так это интересно было. И необычно. Что-то такое, чудо какое-то в природе, знаете. Кто не знает, что такое Глория, может сильно испугаться, потому что это как что-то такое сверхъестественное кажется. А на самом деле все объяснимо. Это просто игра света в тумане. Стена такая ровная.
Смотрите, какой кадр. Прям в скале растет. Это как? Прям в скале. Надо же. Какая красота. Как они вот так растут. Прям в скалах. У-ху-ху. Я на самом верху. Опа! О, круто! Сидушка специально, чтобы любоваться сверху вниз. Вот я все думаю, много ли для счастья человеку надо? Всего лишь жить в моменте, ценить момент, ценить жизнь в моменте. Вот всего лишь забраться по Куруму, и уже большое счастье. Увидеть эти виды, эти красоты. Это ведь намного ценнее. Это ведь и есть богатство. Я сейчас расплачусь. В таких местах все время прошибает на слезы. Особенно вот это вот ощущение единения с природой, когда реально никого вокруг нет. Я тут зашла еще за одну скалу, а тут еще вон какие скалки есть. Интересно, смогу я до туда добраться? Тут прям сильно огромные каменюки и очень резкий обрыв. Ничего тут. Представьте, вот этот слой. Это вот кедры росли. Видите, они как ногами висят. И вот этот огромный слой, на котором они росли, видимо, на каком-то большом камне, скорее всего, вот на этом. Его просто то ли смыло, то ли сдуло. И он вот так повис. Первый раз такое вижу. Жалко. Жалко такие молодые кедрики. Эх. Видите, там на скалах вот так растут деревья. Они вот таким способом растут. Туда наметают земельки немножко. И они за это цепляются. И растут. И случается вот такое иногда. Я тут, как всегда, полезла куда-то. Лезу по этому куруму. Не знаю, залезу ли я вот на этот вот камень висячий. Хочу туда забраться. Не знаю, получится или нет. Там довольно сложный подъем. Я уже вот тут вот пролезла. Ой, там лучше бы... Хорошо, что вы не видели, как я там лезла. Мне уже в желудке урчит. Надо перекусить. А мне же хочется красивых видов. Хочу наверх туда попробовать залезть. И там расположиться для перекуса. Не знаю, видно, нет. О, да, о, да, о, да. Вид. Алина и вид. Опа.
Вечно мне куда-то залезть надо. Что за человек такой? Ох, тут вообще не знаю, как я полезу. Вот тут, товарищи, с камерой я не залезу, наверное. Или залезу, или не залезу. Не знаю. Взяла бы и зацепилась тогда камера. Висела себе сама. Нет же, блин, надо держать ее. Алина, куда тебе вечно надо, а? Вечно тебе куда-то надо. Как тут среди кедров-то пролезть? Так. Потом же еще слазить. Ёшкин кот. Ничего. Там, где залезли, там, значит, можно и слезть. Вот это я залезла, так залезла. Ничего себе. Внизу там. Вот такой шикарный вид. Вот на этот камень я лезу. Представьте себе. Хочу на него. И, сука, я залезла. Высота тут нормальная такая. Везде найду приключения, е-мое. Сейчас, надеюсь, получится на него забраться. Чуть-чуть осталось. Блин. Кто не рискует, тот не бывает на таких высотах. Ну, правильно делают. Так, тут шебушавка под ногой. Главное, чтобы она вот так вот не скатилась. Опа. Так, а теперь, когда я встану на этот камень, главное, чтобы этот огромный камень вместе со мной не полетел вниз. Потому что вы уже видели, как он висит? О, все, я на нем. Жалко это со стороны не снять. Это было бы вообще класс. Вот я на этом камне. Висячий камень. Ох, видите, какая высота. Этот камень, он висит прям над бездной. И зато отсюда видно обе эти скалы, которые, когда я поднималась, были навстречу мне. А теперь я за ними. Я так далеко и высоко забралась. Я за эти скалы ушла. Вот это вид, вот это вид. Вот с этой стороны вам точно никто не покажет виды. Моя любимая фишка. Сесть на самый край. Круто. Ощущать себя над бездной. Вот такой у меня скромненький обедик. Я уже спустилась.
Вот представьте, вот на этом камне я сидела, на самом краю. И что самое интересное, что у него большая часть висит над бездной. Как он держится? С той стороны, видимо, он потяжелее немного, потолще. Спустилась я уже со всех этих скал и иду обратно. Теперь уже буду держать путь в лагерь. Все, я в лагере. Я в лагере. Как же здорово, когда помоешься, чувствуешь себя человеком. Сейчас попробую костер разжечь. Не знаю, что-то небо прям сильно черное. И дождик чуть-чуть так покрапывает иногда. Салатик из черемшита обломится, наверное, потому что майонеза-то у меня мало. На весь поход надо растягивать. Короче, просто лук с черемшой навала, будет прикуску есть. Вот это ужин. Вполне заслуженный. Котик, ты что? От видов опьянел. Доброе утро, земля. Вот такое вот оно доброе. По-моему, сегодняшняя моя крутая радиалка наламывается. В такую погоду просто нереально ее идти.
Расклад такой. В общем, вышла я в эту радиалку, в которую хотела, в длинную. Иду, переживаю, что вышла поздно. Потому что уже почти 10 утра. Для такой радиалки это поздно. Иду, переживаю. И потом все-таки решила повернуть назад. И придумала вообще другой план. Сегодня я попытаюсь до арки сходить, до которой я все время хочу сходить. И у меня то времени не хватает, то погода не позволяет, то еще что-то. Вот. Попробую до этой арки сходить. А завтра я сделаю переход. Ну вот я снова у черепахи. Сегодня она вот такая в тумане. И хочу я попробовать вот туда, до этой арочки дойти. Надеюсь, у меня получится, я там где-нибудь не заблужусь. Если честно, я совершенно не знаю, как ходят до этой арки, потому что никогда до нее не ходила. Я иду абсолютно наугад. Поэтому не знаю, дойду я до нее сегодня или нет. Такие дела. Сначала путь такой же, как до замка, вон он сзади. Каменный замок. А теперь я иду от него, наоборот, в другую сторону. Вон оно озеро. Кстати, я к нему тоже ни разу не подходила, потому что от каменного замка там через такую жопцу надо к нему идти. Вот отсюда тоже, смотрю, нелегкий путь. Окажется так близко. Посмотрим, может на обратном пути все-таки попробую дойти до него. Короче, если вам говорят, что в Юргаках нет клещей, не верьте в это. Я уже 3-й раз клеща цепляю в Юргаках. Может, конечно, не только там, где по жопце, если ходить какой-нибудь. Но факт остается фактом. Сейчас сняла только что жирненького такого клеща с себя. Теперь надо, оказывается, осматриваться от клещей. Вообще-то бытует мнение, что в Юргаках клещей нет. Но Алина их всегда везде найдет. Как бы здесь тайга так-то. Но так как высоты большие, а клещи не переносят высоты, как правило, их нет тут. Но такой вот парадокс, они, оказывается, есть. Замок со стороны. Каменный замок с этой стороны. Маловероятно, кто-то его снимал. Или фотал. Потому что я тут напротив замка, получается, залезла на курумы. И стою, пытаюсь тут. Неровно. Короче, стоять неудобно. Маленько подзабралась. Вот прям по черепахой стою. Искала тут грот. Знаю, что тут грот где-то по черепахой есть. Но я его не нашла. Возможно, это типа вот это. Но это совсем не похоже на грот. Все обрыло. Нигде грота нет. Теперь надо мне двигаться как-то, наверное, вон туда. По жопце. Чувствую там жопца. Отсюда кажется, что там травка типа, а там кусты. Ой. Там кусты, там очень неудобно будет идти. Они еще и мокрые после дождя, наверное. Иду и замечаю, что тут полным-полно черники. Она еще только цветет, отцветает уже. Ух, Мишаня-то будет лакомиться. Такие ягодки. Много-много. Целые поляны. У меня сегодня такой интересный день. Я такая довольная, что я вот так вот все решила в последний момент изменить. Потому что я так люблю ходить по неизведанным
местам, изучать, так сказать. Для меня это новый маршрут. Я здесь ничего не знаю. Я иду, исследую, мне так интересно. Потому что когда ходишь по одним и тем же хоженым местам, со временем все равно привыкаешь. И ты уже знаешь примерно, что тебя ждет. А тут ничего не понятно, что тебя ждет, куда тебя занесет. Что ты увидишь, что по дороге пищухи везде пищат. Так интересно вообще. Я такая довольная. И так близко, наверное, черепаху я никогда не видала. И не снимала. Вот она вся. А я какой там день? Позавчера же, да, по-моему, с той стороны шла. Долина сказок, она с той стороны. И с той стороны черепаху почти так же видно. Что самое интересное, что голова черепахи выглядит точно так же с той стороны. Даже глаз такой же. Это ж надо, как природа интересно сотворила. Что она с двух сторон такая вот одинаковая. С этой стороны только черепашонка не сильно видно. Вот его голова, панцирь. Интересно отсюда замок разглядывать. Кажется, он таким совсем другим и неприступным. И посмотрите, какие там курумы и какой там резкий набор высоты. И вот там я поднималась, где вот эти курумы. Представляете? Это очень круто. Очень. А вот ангел. Вот он. Боком стоит. Вот отсюда, мне кажется, прям видно ангела. Крылья сзади сложил и смотрит в сторону замка. Красота. Все это так необычно, сказочно. И вокруг так все зелено. А вокруг замка тайга сплошная. Здесь уже больше поля такие зеленые. С папоротником всяким, с кустами. Вот я как раз вот через тайгу папоротника ломлю. Фу. Кстати, мне часто пишут, что о, ходишь по тайге, что там нет никаких там комаров, мух там. Полным-полно, вот даже здесь. Так замучили меня уже за этот поход. Я просто не жалуюсь, и я терпеливая. Ой, папоротника вырубила. И только вот остановишься, они тебя прям облепляют. Я уже мух откуда только не вытаскивала. Из глаз, из носа и даже из ушей. Уж в уши мне никогда не залетали. А тут уже пару раз. И оводы еще кусаются. Оводы летают. Вот. Ветром подует, их маленько сдует вроде. Только ветер прекратится, опять облепляют. Прям остановиться невозможно. Фу. Поднималась сейчас вот по этому всему. Курум скользкий, шаткий. Никто тут не ходит. Может, вообще никто никогда не ходил. Папоротника куча. Вот отсюда кажется, да, ровная такая поляночка. А вы видите? Вы же видели, я снимала по папоротнику, я шла. Он почти ростом с меня на самом деле. Зато красота какая. Это все та же черепаха. Вот отсюда вообще классный вид на нее. Такие просторы. Такая красота. Туманы. Ё-моё, как я рада, что я пошла сегодня сюда. И, конечно же, несравненный замок. Честно говоря, меня охватывает восторг. Во-первых, от увиденного. Во-вторых, мне кажется, возможно, но, может, я ошибаюсь. Я единственный человек, кто снимает с этого ракурса черепаху. А у кого будут такие фотографии шикарные. Просто шик. Она отсюда просто великолепна, черепаха. О, класс! Вот эта картинка. Вышла к каким-то блинам. Каким-то блинам. И тут вот еще скалы какие-то. А где арка, я не знаю. Наверное, возможно, где-то там. И уж отсюда-то не видать. Ох, надеюсь, я не промахнусь, это во-первых. А во-вторых, надеюсь, к ней есть отсюда подход. С этой стороны. А то, может, зря лезла. Столько, вон. Какую гору уже поднялась. По вот этой жабце лезла, знаете. Напомнила мне немножко Северобайкальскую тайгу. Только в тайге там, в той было похлеще, конечно, еще и с рюкзаком большим.
Там был стланник кедровый, а здесь пихтовый. Плюс карликовая березка здесь. И плюс вот рододендрона кусты, в которых тоже ноги путаются нехило. И вот сейчас я опять по березке пойду. Вон туда дальше. Хорошо, у меня ботинки удобные. Вообще мне не нравится. Повезло мне с ботинками. Вообще, до этого сколько ботинок были, все какое-то говно попадалось. Сейчас реально и не промокают, и удобно, ноги сухие. Ноги идешь, вроде как туда-сюда ставишь, а они хорошо стоят. Не ломаю хоть ноги, удобно по таким вот жопам ходить. И у них еще носок усиленный. Я их, правда, тут штаны еще натянула сверху, гамаши не взяла. Балда такая. Вот, чтобы мне не засыпалось ничего внутрь. Вот такие ботинки. У них и подошва такая прям тракторная. И вот здесь вот они усиленные. То есть не отобьешь точно пальцы и ботинки не порвешь. Хорошие, не промокают, удобные. И в них еще две стельки для удобства. Одну можно вытащить, если неудобно. Вот такие дела. Я в какую-то жопцу забрела. Что-то мне аж страшно, что я сейчас не подойду, блин, к этой скале. Это вообще... это, наверное, арка и есть. Очуметь. Очуметь. А как я к ней спущусь? Я к ней вообще подойду? Или это не она? Что-то непонятно. Короче. Ой! Ничего себе я забралась. Это мне все вокруг придется сейчас обходить. Я ж тут вообще не подойду нигде. Обалдеть. Наверное, эта арка и есть, но мне надо теперь по кругу, блин, к ней спускаться. Скорее всего, она где-то вот здесь. Очень похоже, потому что скала на нее. Да и там дальше вряд ли уже арка какая-то есть. Но это я встряла. Слишком высоко набрала. Видите, какой тут обрыв. Скат. Ёшкин кот. Это мне, представьте, сколько обходить сейчас придется. Где-то вон там, вот в этих пихтах, через жопу опять спускаться. И опять вот так вот идти. Очуметь. Мне вот интересно, люди, которые ходят до арки, они с этой стороны ходят или с другой? Или я уже задавала этот вопрос? Может, там есть какая-то тропа, какой-то путь, а я не знаю. Вполне возможно. Может быть, с двух сторон к арке можно ходить, и с этой, и с той стороны. Я же не в курсе. Я ни разу просто не слышала, ходят с этой стороны или нет. И вообще не знаю, с какой стороны ходят. Я знаю, что до арки ходят, но, кстати, крайне редко тоже. Опа. Ой, блин. Ну, если даже и ходят, то явно не как я. Не по таким жопам. Они, наверное, знают тропу. Они хитрые, они знают тропу. И мне не сказали. Шучу. Шучу, кто-то мне сказал. Ну, Алина, ну встряла. Я вообще не знаю, как проходить, потому что тут просто непролазный пихтовый стланник. Жесть. Вот я зашла. Ёлки-палки. Мне как-то через него проломиться надо. Я не представляю, как. А самое главное, я не вижу, где я выйду. Вот тут я могу не выйти, там может обрыв быть. Там я вижу курум, а дальше что за ним непонятно. Тут вообще ничего не видать. Вот это я стряла. Зато замок, видать, красивый. Ой, вот они и комары, и мухи, и оводы. Не знаю, видно ли их или слышно ли их. И я тут ломлю. Ой, как всегда. А красиво-то как, смотрите. Пихточка. Запах какой. Она такая нежная, молодая, побеги такие. Ах, сейчас я, Лина, будет вся в этой пихточке. Ёшкин кот, в смоле. Смола — это вообще плохое дело. О, все. Я куда-то вылезла. Ну, блин, рано радоваться. Рано радоваться. Блин, я сильно вверх взяла. Я подумала, что там поверху можно к арке пройти. Оказывается, нельзя. Зря я поверху взяла. Придется теперь, блин, опять вниз идти. И все это обходить. А вон она, арочка, так близко, и не подойти к ней.
Ёшкин кот. Пролезла через эту жопу. Стою на куруме сейчас, и вот она арка. И вот тут мне сейчас еще пробраться. Я думаю, отсюда я к ней пройду. Потому что я была, получается, вот где-то тут наверху. Вот здесь я где-то была. И вот видите, там какая скала. Плохо видно из-за деревьев, обрыв какой. А я уже ниже. Получается, я тут должна пройти. Сейчас вот по этой жопе какой-нибудь проскочу, наверное, туда уже. Так как тут вот тут-то пролезть? Ё-моё, вот реально как в Северобайкальской тайге лазаю тут. Только не по кедровому сланнику, а по пихтовому. И ломать-то его жалко. Ой, ёшкин кот. Кстати, видите, ботинки мокрые, а внутри они сухие. Еще с этим штативом, как кот салом. Рука, одна штативом занята, другая телефоном. Как лезть-то? Да, вижу арку. Вижу арку. Я добралась. Ой, какая я молодец. Какая я молодец. Но я еще не совсем молодец. Тут еще вылезти надо. Ай, блин. Все. Я выбралась. Смотрите, какая красота. Вот она арка. Ох, я вон тогда сейчас залезу прям в саму арку. Получается, есть подход отсюда все-таки. Алина найдет. И баданчик тут еще цветет так красиво. Дополняет картину. Кстати, насчет трасс хочу сказать. Вот там еле видно полоса. Это трасса. Она идет через тайгу. Она ведет вот в Ергаки, в Кызыл. И вот она вот именно отсюда, с этого места, ее видно. Но в Ергаки заходить, это еще ехать надо вот так вот вокруг. И где-то там с той стороны заходить в Ергаки. Вот. И вот иногда, когда-то пустота такая получается. Тайга тут еще километры тайги до трассы на самом деле. Но звук может доноситься, то есть эхом. Потому что здесь пустота такая. Вот, например, замок, да. И вот, допустим, трасса там где-то далеко. Очень далеко. А звук может доноситься, как будто бы она рядом. Наконец-то я тут! Я на арке. Ура! Ура! Я несколько лет пыталась до этой арки дойти. Вернее, не пыталась, а в мыслях держала. Но все что-то мне мешало. И вот я здесь, наконец-то. Ура! Тут так красиво, тут отсюда вид такой классный. Всегда как-то радостно, когда попадаешь в те места, в которые ты давно хотел попасть. О, такая скала интересная, какими-то такими выбоинами, круглыми, как будто кто-то специально много лет водой вытачивал. Видите, такие круги гладкие. Интересная скала. Ой, как же тут классно, как я мечтала попасть сюда, наконец-то сбылось. Ветер такой сильный, дождь может пойти. Вот видите, здесь тоже с этой стороны, в принципе, такая же жопца. Там тучи такие, наверное, дождь будет. Такая вроде бы скала вся вот такая, да? А вот здесь по краям как выложены камушки. Как будто специально выложили, но они, смотрите, вросшие прям в скалу. То есть это просто такой рельеф, такая скала. И она потихоньку выкрашивается, видимо. Таким образом, скорее всего, арка образовалась.
Какой портал там. Вот такой портал с этой стороны. Оп, и вот оттуда я пришла. Вид на замок. А это с другой стороны вход, с которой я зашла. Тоже красиво. Совсем по-другому смотрится. И вот такой портал. В эту сторону другой. Здесь сосны стоят. Ой, кедры. Кедры. Тут сосен нет. Кедры стоят. Красота. А я вот решила, что я прям тут и перекушу. Тут, правда, сквозная дыра и ветер. Но мне хочется так вот именно здесь. Холодно тут, конечно, сидеть. Дождик пошел маленький. Надо, наверное, прятаться. Перебрались мы с котиком. Вот здесь, кстати, вообще не дует, не капает. Так хорошо, тепло. Что-то шла в футболке, превозмогала, было жарко. Сейчас там посидела на ветру, прям замерзла сильно. Кипяток хорошо заходит в такие моменты. Я еще думала, брать его, не брать. Хорошо, что взяла. Да, котяра? Я нашла новый ракурс на замок. Вид на замок через арку. Супер кадр. Иду по этой тропе, которая ведет от арки. Пока она сохраняется. Она такая, конечно, но ее видно. И я не поленилась залезть все-таки в карту. Так не хотела. Не люблю в вердаках в карты подглядывать. И да, тропа есть и в ту сторону, и в эту. По крайней мере, на карте. Но на карте, лично на моей, сама арка не отмечена, ее нет. То есть, типа, тропы есть, но непонятно куда. Вот. И посмотрю сейчас, как она будет сохраняться. Потеряю я ее или нет. Наверху так замерзла. А начала спускаться. Тут опять душно. И не жарко совсем. Ой, не холодно. Короче, иду. Тропа есть. Ну, тропы нет, но эти, как их, турики стоят. И понятно, куда идти. Ну, так по Куруму, в принципе, идешь. Ну, как обычно в Ергаках. Это типа такие тропы здесь. Ну, по крайней мере, понятно, куда идти. Интересно, куда она выведет, эта тропа. А я вообще хотела бы на озерцо то зайти. Помните, я показывала недалеко от замка. Хочу туда зайти посмотреть. Потому что все свои хотелки надо выполнять. Не надо, чтобы они висели и давили. А я давно хотела и на арку сходить, и до озера этого хотела сходить. И сегодня вот прекрасный день выдался именно для этой прогулки такой.
Короче, я сошла с тропы. Тропа там шла, я с нее сошла. Тропа шла, я сошла. Потому что я хочу к озеру выйти. А к нему, наверное, тропы нет. Ну, наверное, точно, она там где-то мимо проходит, другая уже тропа. Поэтому я решила через лес пойти, как бы мне не нахватать этих клещей, раз они тут, оказывается, есть. Ух ты, какой кедрин огромный. Вот как же к тебе подойти-то? Такой огромный кедр. Толстенный. Я хочу его обнять. Кедрик многолетний. Так странно видеть голову черепахи среди леса. Тут так много черемши растет. Она еще в таких красивых вся капельках. Но вот такая черемша, она невкусная. Немножко тонкая, лист большой. Потому что здесь, видимо, чего-то не хватает. Она такая суховатая. Сейчас главное выйти куда надо. А не в какую-нибудь жабцу опять забрести. Я-то могу же. Это ж я. Я принципиально картами в Иргаках не пользуюсь. Крайне-крайне редко вот так вот заглядываю, проверить что-то. А так мне интересно импровизировать, изучать. Представляете, вот сколько я иду по лесу. Под ногами везде просто черника. Просто очень много. Жалко, еще ягод нет. Вот это все черника. Просто услано ей все. Я иду, и мне даже топтать жалко. Иду, топчу чернику. Очуметь. Вот для Мишани-то простор. Так интересно, иду через тайгу просто напролом. И тут раз показался каменный ангел. Где он там? Как спасение. И теперь иду немножко на него, потому что озеро где-то в той стороне. Ох, как мне комары, всякие оводы достали, заели. Сушкин кот. Жесть. Чем ближе к озеру, тем больше этих кровосущих всяких. Вот, я к нему выше, по-моему, это оно. Фу, меня заели. Меня просто заели. Достали эти кровососы. Оно зато дикое. И вот он, каменный замок во всей красе. Ох, отсюда тоже ракурс такой классный. Вот там я где-то лазила. Вот он, камень. Лепешка, который. Скала, вернее. Вот и ангел. И озерцо. Маленькое такое. Но как красиво, смотрите, вокруг. Сказочная поляна. Еще бы не жрали эти оводы меня. А вот тут еще такая небольшая тоже лужица. Вода-то какая теплая. Хоть купайся, но она очень мелкая. Очень хочется искупаться. Еще солнце выглянуло, парит так сильно, душно. А там туча такая идет. Вот сейчас пока эта туча не пришла, может залезть все-таки быстренько. Ну тут только лежа. Чисто от пота.
Да и самой приятно будет. Я потрогала, он такой теплый. Класс. А тут еще виды на каменный замок. Это кайф! Кайф! Какой кайф! Жалко, тут понырять нельзя. Класс. Баламутила я тут, конечно, немножко, ну ладно. Обожаю такие ощущения. А я тут еще босиком пробежалась. А тут так мягко вообще бегать, тут мох. Прям можно босиком ходить, не боясь, что ноги поранишь. Класс. Голышом тут бегаю с камерой. Хорошо, никого нет. Ох, какая я довольная собой иду. Жалко, что с головой здесь не окунешься. Тут муть, во-первых, поднимается, а во-вторых, мелко слишком. Только волосы замараю. Вчера ж только голову помыла. Вот, а так вообще здорово, так вообще ощущение, как всегда, не передать словами. Я такая довольная. Теперь еще мне как-то от этого озера выкарабкаться надо. Оно-то тут посередине, как какая-то, как поляна такая и озеро. А вокруг везде тайга. Заросли. Вот я сейчас продиралась через тайгу, и обратно сейчас как-то надо вылезти. А может там где-нибудь проход есть. Посмотрю сейчас. Короче, я довольна. Сегодня погода такая интересная. Я сегодня и замерзнуть успела, и пожариться успела, и покупаться. Так классно. И дождик немножко покапал, и солнце пожарило. Вот эта погода. Меняется каждые, не знаю, полчаса. Ох, какое сзади озеро остается. Красивая картинка маслом. Для тех, кто спрашивал про мухоту. Ой, блин, вывода не успела снять. Сел на рюкзак. Вот такие дела тут. Просто жесть. Вот такие вот грызут. Слепни, оводы. Вон они, и те, и другие есть. Жесть. Солнце опять вышло. Прям жарит не по-детски. А я тут уже на развилке сижу, уже вышла на тропу, которая к каменному замку ведет. Ну и обратно на стоянку. Посмотрела, я что-то так быстро, получается, сбегала. Время что-то около 2 часов всего. Посмотрю сейчас, если наберусь терпения и сил. Может, думаю, сегодня переход мне сделать. Что время-то терять? Дни терять. А так я уже завтра в радиалку смогу пойти. В общем, сейчас до лагеря дойду, там решу, если дождь не пойдет. Я тут к такому снежнику большому спустилась. Штатив лень доставать, чтобы показать, какой он огромный. Почти с меня ростом. В яму пришлось спуститься к нему. Захотелось посмотреть, думала, вот там грот, а там просто выемка небольшая. Спустилась, а тут снежник такой классный, большой. Скоро к лагерю подойду. И вон там вдалеке, вот там виднеется мой лагерь. Палаточка моя. Наверное, не видно будет через кусты.
Вон она. И даже пакетик с едой видно. Но на самом деле вот так вот далеко. Ну, тут недолго уже идти. Курум спуститься и вот так вот через лес. У меня тут такой бардачело конкретный. Все повытащила. Сейчас палатку переверну, чтобы она снизу подсохла после дождя. Быстренько поем. Я уже заварила лапшичку покушать. Вот с луком, с черемшой. И пойду переход делать. Надеюсь, дождь не польет, а то все у меня на улице. Сижу, чищу колышки от палатки. Они все в земле. И бабочка прилетела такая красивая.